А теперь начинается самая жесть. Все правительство сейчас пересажать. Ваша земля, наша земля. Да причем наша, ваша. Если не уверен в себе. Я не с разом счастья. Потому он и назывался Вестовой, что когда он звучал, все понимали, беда пришла на Тульскую землю. Обратите внимание на стены. Для большей прочности стен сделаны были столбы, появляется вот такое прясло. И если встать спиной, то стены мощные и прочные. Разбить их существующими ядрами было невозможно, а стрелы пролетают мимо. Всем доброе утро, я в Туле, в этом замечательном красивом городе, городе-герое. И именно отсюда я хочу начать свое большое путешествие на Кавказ, пойти в горы, разбить палатку и встретить там Новый год. Я в безнадеге поднял руку, и ты остановилась. Ты спросила меня, куда тебе, милый? Если на север, могу подвезти. Я подхватил свою гитару, улыбнулся и ответил ей, что нам по пути. Привет. Подержи, пожалуйста. Чуть-чуть я ошибся со временем. Да ладно. Будешь кушать или сначала в душ пойдешь? Слушай, да я вообще-то не голоден, как бы, и, ну, помыться-то помылся бы, и постираться есть у тебя возможность? Ну, конечно, само собой. Чем? Не, я уже все, сегодня накушалась, все, спасибо. Всем доброе волгоградское утро, у нас тут солнце долбит в окно, просто красота, настроение супер, личка тут что-то варганит. Ладушки на завтрак будут. Да. Ладушки для бродягушки. Ладушки, да. Да, я чувствую, к нам еще человек 10 по каучсерфингу приедут, столько оладушков. Не пропадет. Живи, скотина. Хватит критиковать. Дура, что ты несешь? Я не с разом счастья. Если женщина в своей жизни что-то приготовила, она считает, что она вкусно готовит. То есть это уже прям 100%. Ну, мне кажется, все-таки есть те, которые с нормальным, адекватным, так сказать, восприятием себя. И если Я не она встречал. просто сварила яйца, то это вообще не факт, что она хорошо готовит. А это заведение конфетки-бараночки мне порекомендовала Лия. Здесь самые вкусные котлеты по-киевски, самое знаменитое блюдо Волгограда. Беляши очень вкусные, еще какое-то блюдо, забыл, короче, как называется. В общем, сейчас иду пробовать все. Как? Ачма. Вот, да. Как мне сказали, это осетинское блюдо. Какие-то просто слоеные сыры. Но это не хачапури, точно. И прикольно, что уже в Волгограде я начинаю пробовать национальные блюда Кавказа. Такой насыщенный молочный вкус. Котлетка по-киевски. По-волгоградски. Ух ты, ничего себе, внутри какое тут волшебство творится. Все правительство сейчас пересажать, имущество забрать, с народа нормальных людей выбрать. Или как в Китае перестрелять.
стенки, кто ворует стенки. Вот так надо делать. У тебя семьи нет? Нету. Нет. И ты куда идешь? У тебя экипировка полная. Палатка, блядь. Братан, я сейчас устал с дороги, я не хочу разговаривать вообще. А где ты хочешь остановиться? Ну какая разница где? Прям здесь палатку поставишь? что ли? Прям здесь, если надо. Офигеть. Так, ребят, я в Ставрополе. Вот эта девушка, которую зовут Таня. Просто в этом чудесном дворе пропадают Люди? всё, люди, которые, Которые ко мне приезжают по каучсерфингу. Ой, ты меня прям снимаешь? Я не очень люблю, чтобы прямо сейчас. Странные автостопщики были в своей жизни? Странные автостопщики? Да. Которые как-то неадекватно себя вели у тебя в квартире. А, у меня в квартире, я думала где-нибудь... Ну, ты же по дороге. приглашаешь к себе. Не, у меня хорошие автостопщики. Ревнует. Мы вышли с Таней погулять по Ставрополю. Таня претендует на почетное звание лучшего гида и начинающего блогера. Так устаешь за зиму от холода, от отсутствия солнца. Здесь прям такая, ну не жара, но просто комфортная температура. Палатку здесь можно легко разбивать, ночевать спокойно. Выходим на центральную площадь города. И что мы видим? Многообразие разного размера елок, которые очень нелепо смотрятся в отсутствии снега. Вот снег. А, вот он, мы его нашли. Да. Я шапку снимаю, вообще все, мне жарко. Ставропольцев называют еще дети Сармата, ну так красиво, поэтично. Сарматское море когда-то здесь плескалось очень-очень-очень-очень давно. Вот этот камень, из которого у нас многие дома построены, и вот эта стена крепостная, это как раз вот дно с перетертыми раковинами. Слушай, а вот из этого ракушечника делают эти пятки тереть? Нет? Нет. Нет? Нет. Просто по ощущениям похоже. Нет, ну может быть можно из этого. A brand new hope is forming. Adventure, take me there. It's a new day for me. Чудо с мясом. Принесли мне чуду, дагестанский пирог, просто огромных размеров. Всего за 150 рублей. Сейчас будем дегустировать. Я, например, понимаю, я сам с Дагестана. Вот поднимаете черный перец и туда вот кетчупа, да, вот это. Под тесто. Это не Дагестан, это есть Дагестан, нация, табасаранцы. Ага. Вот они только могут такое чудо делать. Хочу чисто кавказскую кухню всю попробовать. Когда долго будет здесь ходить? Я на месяц точно. О, ребята, а я не влезу к вам. Добрался до Пятигорска, и меня встретила моя подружка с Питера, Настя. Вот, она здесь местная, она все знает. Можно делать погорячее, можно попрохладнее, в общем. Бесплатная минералка. Боржоми только. Я нахожусь в подъезде Сани Вяткина, это главный эксперт по Кавказу. Он сейчас приедет на велосипеде, и мы будем дальше прокладывать мой дальнейший маршрут путешествия. Здание 1900-х годов, дому уже больше Офигеть. 120 лет. Каменного звука нету. Это дом из дерева. И ты тут живешь? Ну, как не живу, сдаю. Короче, местный олигарх. Это жилье эконом-класса. Моя бабушка жила. Вот, рассказывали соседи истории, что еще застали момент, когда здесь было казино. Это еще в прицарской России было. Все, наконец-то я нормально разместился. Спасибо огромное Сане, что любезно мне предоставил это жилье. Вот он мой скромный ужин, мюсли, ряженка. И завтра я гуляю по Пятигорску.
Пятигорск — это самый кайфовый город. Только здесь можно прийти вот в такой горячий источник, посидеть, погреться прям зимой на холоде, и пока совершенно бесплатно. И вот такой прекрасный вид на город открывается. Сейчас легкий туманчик, солнышко только что выглянуло. Кайф. А тут так весной, осенью нам нравится. Ого-го! Вот это да! Вот это пальцы! Первая машина, которая нас везет к месту, где мы будем встречать Новый год. Это идеально поехать, мы так встретили людей. Бродяг подобрали, да, бомжей каких-то. Поздравляю тебя, ты не умрешь от жажды. Там колонка была. А, серьезно? Как? Да. Мы проехали только что сейчас Кисловодск и двигаемся в направлении горы Шаджатмас. Сегодня 31 декабря, планируем там встретить Новый год. Там исследовательская обсерватория за наблюдениями за инопланетянами. Понятно. Вам надо будет пересесть или пешком дальше идти. Посмотрим какой-нибудь фильм. В смысле? Ты хотел фильм посмотреть какой-то через интернет. Ну, может, он будет. С наступающим. Дальше только Джилсу и обсерватория. Вот это бомба! Слушай, я обалдею, красота какая! Я решил заброшу вас наверх, а там поровну мужики. А, ну ладно. Валентин Тенгизович нас поднимает на самый верх, потому что пешком нам забираться было крайне тяжко. Если вы пройдете над обрывом, ну то есть к краю подойдете, то под ним есть полочка метров 20-25. Там можно найти место для палатки фантастическое. Ну, короче, все на мужиках в этом мире. Можешь в свое оправдание что-то еще добавить? Девушки всегда вдохновляют тех, кто несет на своих плечах такой груз ответственности, как вода на несколько дней. Настоящий снежный инопланетный пейзаж. Тяжелая пешая дорога. Здесь уже машины практически не ходят. И последняя постройка. Впереди это Кошара. Здесь Таня на подходе. Там дикие лошади пасутся. И нам нужно подняться вон туда, в ту гору. И за ней предположительно открываются бомбические виды на Эльбрус. Как ощущение? Отлично. Я видел, как твоя бутылка катилась с горы, как футбольный мяч. Очень удобно. Но с рюкзаком, правда, это не прокатило, жаль. Не прошло и 2 часов с того момента, как нас высадила последняя машина. И мы все-таки добрались до нашей самой красивой точки, где прекрасно виден Эльбрус. Но я вам сейчас специально это не показываю. Сейчас будет кадр с дрона. Наконец-то залезли в палатку, и Таня учит меня состегивать спальники. Премудростью. До новогодней ночи осталось 3 часа. 3 часа? До Нового года, да. Ух ты ж, времени еще. Задача женщины — создавать тепло и уют. Таня сейчас максимально нагрела все содержимое, то, что внутри. И я сейчас буду нагло пользоваться этим теплом и непосредственно залажу в этот обитель уюта. Таня этим летом заботливо собрала в окрестностях Ставрополя чебрец собственноручный. Как пахнет. Я почти приход словил. Надо, короче. Люди, вы держите себя в руках. Вот она магия. Ты так громко не... Божественно.
вкус ставропольских полей. Мгм. У нас без 10-12. Мы на горе на Кавказе. Высота 2100 с лишним метров. У Тани потух бенгальский огонь. Сейчас он загорится. Позади нас вершина Эльбруса. Вот там на соседнем пригорке лошади пасутся, топают. У Тани не может никак огонь загореться. Хочу пожелать вам в новом году максимальной отвязности, решительности, легкости, чтобы вы просто с легкой ноги, руки подкидывались с диванов и бежали, куда глаза глядят. Нет ничего в жизни, что может нас сдерживать. Все наши крючки, якоря, зажимы, они все у нас в голове. Я вам желаю новых дорог, новых приключений, новых авантюр, которые будут вас радовать. С новым Новым счастьем. годом! Всем привет! Сегодня потрясающий, красивый, солнечный день. И я решил организовать себе небольшую прогулку. Таня осталась в лагере вести свой дневник. А иду я до Кавказской горной обсерватории. Хочу посмотреть, как она выглядит с воздуха. Кстати, благодаря вам, мои подписчики, если бы не ваша финансовая, прежде всего, поддержка, я бы не смог купить дрон в Волгограде. Приветствую. С Новым годом. Султан. А, меня Лука. Заходите. Ага. Тут у вас, наверное, постоянно туристы идут. Бают, не понимают, хамят. Ваша земля, наша земля. Да причем наша, ваша. Варенье свое, да? Варенье свое айва. Офигеть. Дома растет чуть-чуть. Сегодня есть человек, завтра нет. Что, заберет это все с собой, что ли? Останется. До нас эта земля была. Зачем мне это? Ох, там был человек, там злой такой, не пускал никого. Ну зачем? Да. Мне это не надо. Я, может, там не знаю чего-то, да, в городе. А здесь я специалист. Я объясню все. У каждой скотины свое место, где он должен кормиться. Есть скала, допустим, очень опасно. Скотина, вот для коров это очень опасно. Подойдет, подскользнется и все, ушла без парашюта. Скотина в одну сторону шарахается от туристов, барашки в другую сторону. При Советском Союзе ходили, тогда маршруты были. 20-30 человек проходят, без шума, без гамма. Спасибо огромное Не за что. за гостеприимство. Кавказская горная обсерватория была построена здесь для научных и в том числе образовательных целей, чтобы молодые студенты, астрономы могли все время вести постоянную практику. Тут ведется круглосуточный мониторинг за нашей галактикой и в том числе осуществляется поиск новых экзопланет, идет фиксация астероидов, опасных прежде всего для нашей планеты. Здесь установлены телескопы диаметром 2,5 метра. А за сутки наблюдений на обсерватории расходуется более 700 гигабайт памяти. Дикие лошади осмелели и подошли к нашему лагерю максимально близко. Видимо, врожденное чувство такта не позволяло им нарушить наше личное пространство.
Нам тоже было очень любопытно, и мы решили познакомиться. Он фырчит? Угу. Это они агрессию выказывают. Ты резких движений не делай. Да чего красивые. Ой, смотри, идет к тебе. Привет. За ушком его почеши. Тане нужно было срочно решать свои дела в Ставрополе, поэтому дальше я продолжил свой путь один и отправился в аул Хурзук, старейшее поселение Карачаево-Черкесии, расположенное в верховьях реки Кубань. Проезжаю город Карачаевск, наверное, это самый тихий город, который мне когда-либо встречался. Такая тишина аж давит на уши, очень непривычно после больших городов. Это мы сейчас, получается, докуда с тобой доедем? Я тебя отвезу, брат, Туда? Кто бы не говорил, что я сучка Кена или оттуда, или отсюда, вот все абсолютно, все вышли оттуда. Вот. Короче, я сейчас еду прямо к истокам карачаевского народа. Офигеть. Всем салам алейкум, братьям и друзьям от Карачаево-Черкесии. Заходи. Здрасте, я здесь разуюсь? Не надо заходить. Но вы же разулись, я тоже разуюсь. Здрасте. Хорошо. Привет. Привет. Обалдеть, как вкусно. Он жирный. Прям в магазине продают, он жидкий такой. Да. Лето приезжай. Самый настоящий айран. Домашнего производства. Kayadan çıkan kara sucukça tazatsan gölüm. Orayı da rayda kuruzu gelim, orayı da rayda tuvan cerim. Anama çetsan yüreğim. Халис проводил меня к подножию горы и указал на вершину, на которой находится древняя боевая башня Мамия Кала. В Хурзуке я забыл набрать воды. Возвращаться значило потерять ценное время. А теперь начинается самая жесть. Вот она. Почти 90 градусов. Как сюда люди забираются, я не знаю. Нужно быть предельно внимательным, потому что малейшая ошибка и все, хана. Вон туда полетишь кубарем. Вроде ничего сложного, но только внимательность. Каждый шаг обдуманный. Теперь понимаю выражение козьи тропы. Повсюду козлиные следы. Под ногами все время осыпается. Есть риск просто, что камни из-под ног уйдут, и можно, сами понимаете, что. Опачки, здесь уже сложновато. В общем, поднялся где-то наполовину своего маршрута, и на соседней горе завыли волки. И в ответ, как раз на моей горе, вот как раз где башня Мамия Кала, тоже завыли волки. Я не знаю, просто дальше двигаться мне или нет. Короче, решил брать штурмом, несмотря ни на что, эту башню. Если там вдруг окажутся волки, я скажу им, чтобы просто вежливо вышли. Потому что бродяге нужно где-то переночевать. Огни деревни Хурзук. Самое древнее поселение Карачаево-Черкесии. А я лезу прямо к небу, к башне Мамия Кала. Дорогу осилит идущий. Вот она. Метрах 20-30 от меня эта красавица.
Небо очень близко, звезды. Под ногами пропасть. А, вот она, красавица. Вот оно. Я стою в вечности и смотрю во Вселенную. Просто кайф. Вообще как раз вроде бы получается впритык. Надо растопить немного горного кавказского снега, чтобы сделать себе чай. Вода со щепками и остатками риса. Замечательно, шикарно. Самая главная еда всех сталкеров, бродяг и прочих маргиналов — это бич-пакет. Выспался отлично, замерз вот только под утро, но это, в принципе, нормально для зимней ночевки в горах. Всю ночь выли шакалы, где-то прям рядом с палаткой, видимо, чувствовали запах еды. Kara çay koban başlanadı mından, üç özünden akkan üç sudan. Kara çay halkını kerti ata jurtu, kar jurt hurzu kem uçkular. Я сейчас нахожусь на горе Калабаша, где уже как 600 лет стоит эта красавица башня Мамия-Кала. Башни Северного Кавказа, они несли жилую функцию и оборонительную. Из-за вражеских нашествий большинство башен, к сожалению, не сохранилось. И, как правило, эти башни, они были фамильные. Какой-то один род, достаточно обеспеченный, сооружал данное строение. И строительство этой башни не должно было занимать больше года. В противном случае род могли счесть неблагополучным. Вообще, по рассказам местных, вон на той самой высокой горе находилась точно такая же башня, которая была разрушена из-за вражеских каких-то нашествий. Между этими башнями было какое-то сообщение, может быть световое, потому что плюс-минус 100 километров здесь проходил Великий Шелковый путь. Вообще, конечно, поражаюсь ловкости и умению местных горцев, которые могли вмиг по опасной тропе вскочить с поселка до башни, подать световой сигнал. То есть для них это было обыденностью, как для нас, там, я не знаю, сесть в машину и поехать на работу. Люди были уникальные, жили в полном единении с природой и ничего не боялись. Для них это было самым обычным делом. Мне нужна частица ваша, но умираете вы, болит душа. Здрасте. А с Мустафой могу пообщаться? Его нет Да, сейчас. нет его? То просто знакомый подвозил, я просто блогер, хотел пообщаться по поводу Балкарии. К сожалению, его нет. Ой, спасибо огромное. Это с сыром, да? Да. Огромная лепешка, хэчин. Пожалуйста, чтобы не У вас всегда так солнечно? Ну, в большинстве, да. Наконец-то я попробую настоящий хэчин с сыром. Прям как-то волнительно даже. Я просто в ауте, ребят. Ну, только ради этого стоит приезжать на Кавказ. Бомба. Ну вот, ребят, я встретился с Мустафой, хозяином кафе. Как кафе называется? Тау-эль. В Верхней Балкарии.
где готовят самые вкусные хачины. Это ущелье отличалось тем, что вот здесь был свой форум, он назывался Төре, включал в себя функции законодательные, распорядительные, судебные, исполнительные, все в одном лице. В Төре входили уважаемые старейшины с уважаемых родов. Там не смотрели, ты богатый, не богатый, лишь бы он уважаемый был, мудрый, уважаемый, знающий. Такая поговорка была: если не уверен в себе, не обращайся в Тюре. Все равно там у тебя ничего не получится. Не сможешь их обмануть, объегорить. Накажут, если ты виноват. Перед мечетью 2 столба стоят. Это столб позора называется. Вот человек провинился, нарушил адат горский. Его наказывали, привязывали к этому камню, он столб. И каждый проходящий должен был на него плюнуть. Уголовное нарушение у него было, могли его камнями забить прямо на этом, на столбе. И считался он очень справедливым. И со соседних народов, с соседних ущелий обращались. С приходом большевиков там все начало потихонечку рушиться. Историки наши говорят 700 лет. Но она немножко отличается от сванских. Вот в Безингидском ущелье есть башня такая же старая, но она сванского типа. Там у него шапка наверху, карнизы, а здесь, видите, прямые углы. Если вдруг какая-то беда, кто-то пропал или кого-то искать надо, вот сигнальные огни зажигали и через башни вот эти подкружности, и об этом узнавало все ущелье. Могилы, где городок мертвых. Это, наверное, наши предки. А склеп что он из себя представляет? Это как бы мавзолей. По нашему Кешене бывает двускатный, бывает куполом сделанный. Когда была эпидемия чумы, люди брали с собой пожитки, еду с семьей. Залазили туда. Кто выживает, тот входил, кто не выживает, оставался там. Это сами себе могилу копали люди. Нынешняя пандемия, вот примерно когда такое было, самоизоляция. Люди тогда уже понимали, что нужно уйти от всех, да, и заражать других. Родоплеменные отношения здесь такие жесткие были. Каждый в своем роду отвечал за все. Если он что-то нарушит, он, значит, подводит весь род. Может, порицание получит. А могут вообще выселить отсюда. Такие случаи были. Выселялись в ущелье. Если ты нашим адатам, нашим законам не подчиняешься... Живи по другим, да, в другом месте. Да. В 1942 году войска НКВД здесь 2 села расстреляли. Там моих родственников 130 человек. Мустафа поведал мне о непростой судьбе своего народа. В годы войны по ложным доносам людям пришлось насильно покинуть родную землю. Мужчины тогда были на фронте, и сталинские псы убивали сотнями женщин и даже грудных младенцев. В Верхней Балкарии есть стела памяти, на месте которой пачками расстреливали ни в чем не повинных людей и сбрасывали в общую могилу. Младший сержант полиции Безиров. Молодцы. Я просто к такому не привык. На Кавказе просто говорят, пишут всякую чушь, а так здесь народ очень гостеприимный. Еду я на машине с Асланом и Сали. Они мне сказали, что настоящий мужчина должен при себе иметь нож, а у меня кроме вилки ничего нет. Всем салам алейкум. Вот, Лука, мы тебе даем нож в подарок. Офигеть. Чтобы она у тебя была рядом. Всегда настоящий мужчина на Кавказе должен носить нож. Ну, чтоб хлеб резать, чтоб барашка резать. Барашка резать. Вот ты говоришь, что я тебе помог, и ты мне помог, оказывается. Я вот тебя довез, доброе дело сделал. Это для людей, это очень хорошо. Надо все время доброе дело делать. Сегодня просто вечер каких-то бесконечно добрых дел в мой адрес. Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария. Огромное вам спасибо. 2 шикарнейшие республики с людьми с большим сердцем. Дальше я держу путь на Дагестан, Чечню, Ингушетию, Осетию. Впереди осетинские пироги, чуду, еще какие-то. 2-я серия на подходе. Ждите.